Привет, это канал Илон Маск. В этом дайджесте Tesla продаст 3 миллиона электромобилей, Starlink покоряют мир, а Илона Маска обвиняют в интрижке с женой Сергея Брина. Обо всем по порядку. Начнем с весточек про Tesla. Tesla опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2022 года, и несмотря на трудный период, компания все же смогла показать положительный результат и превзойти оценки аналитиков. Эти ожидания реальность вы можете увидеть на экране. Также Tesla сообщила, что во втором квартале 2022 года компания продала около 75% своих биткоинов. Согласно отчету, эта конвертация добавила на баланс компании $936 миллионов. На данный момент Tesla имеет остаток биткоинов в размере еще $218 миллионов. Заметим, что это не первый раз, когда Tesla продает часть своих запасов битка. В июне прошлого года компания продала 10%, чтобы проверить, насколько легко можно продать криптовалюту. Похоже, что Tesla старалась смягчить потери из-за падения курса криптовалюты. В том же отчете Tesla сообщила, что по состоянию на июнь текущего года пользователи FSD Beta преодолели 35 миллионов миль или 58 миллионов километров. Эти цифры указывают на огромную пользовательскую базу, использующую бета-версию FSD. По словам самой Tesla, в настоящее время бета-версию используют свыше 100 тысяч человек в США и Канаде. Tesla также предоставила исторические данные, показывающие, что в период с октября 2020 года по ноябрь 2021, когда были запущены первые бета-тесты FSD, общее количество километров пробега было менее 8 миллионов. А это значит, что пользователи FSD Beta накатали около 50 миллионов километров всего за последние 6 месяцев. Ну и тесловские специалисты все это сидят и обрабатывают. А недавно в мире появилась новая перспективная IT-локация, и находится она не в Америке и не в Канаде, а в Йошкар-Оле. Новый вуз для будущих айтишников называется Институт iSpring. Сегодня здесь учатся те, кто будет создавать лучшее будущее завтра. Забудьте все, что вы знали про неповоротливые вузы-динозавры. В iSpring все по-другому. Здесь ты не проведешь ни одного дня зря. С первого курса погрузишься в образовательный движ в окружении единомышленников. Глубокое изучение инженерных процессов и культуры продукта. Стажировки на базе лидеров IT-индустрии. Создание собственных проектов. И все это под неусыпным контролем преподавателей-практиков. Кстати, грант на обучение можно получить с первого курса, но перед этим нужно пройти 8-ступенчатую систему набора. Поток студентов формируется по опыту и подобию создания рабочих групп в IT-проектах. В этом году на бакалавриате 4 направления. Выбирай, что по душе, вливайся в программирование, маркетинг или дизайн цифрового продукта, или же стань экспертом в управлении цифровым продуктом. Все двери открыты для тебя, если ты в команде института iSpring. Кстати, успешно сдать ЕГЭ — это, конечно, хорошо, но здесь важнее не то, как хорошо ты проходишь тесты, а твои когнитивные способности. Смекалка и соображалка здесь ценят твою память и внимание, а также помогают их развивать. Ну и самое важное, учеба в iSpring смоделирована по принципу работы реальных IT-команд. Повторюсь, уже на первом курсе студентов ждут стажировки в IT-компаниях, а это значит, что им предстоит работа над созданием полноценных IT-продуктов, а со второго курса уже работа по специальности. По такому плану 4-й курс выпускники закончат с профессиональным портфолио и сложившейся карьерой в IT. Заходи в новую взрослую жизнь с новыми знаниями, переходи по ссылке в описании и учись по-новому. В этом году Tesla открыла 2 новых завода. Гига-Берлин и Гига-Техас были введены в эксплуатацию в марте и апреле соответственно. Поскольку завод во Фримонте производит рекордное количество автомобилей, а Гига-Шанхай получил модернизацию для увеличения объемов производства, годовая мощность всех заводов Tesla достигла почти 2 миллионов автомобилей. Вклад каждого завода в общую запланированную производственную мощность Tesla на экране. Впечатляет? О да! Но и это не предел. Tesla собирается стать первым автопроизводителем, продавшим 3 миллиона электромобилей. Согласно данным, собранным Клинтехника, до конца второго квартала 2022 года Tesla поставит почти 2 миллиона 900 тысяч автомобилей. Поскольку Фримонт и Гига-Шанхай работают на полную мощность, а Гига-Берлин и Гига-Техас наращивают производство, 3-миллионная поставка, скорее всего, произойдет где-то в конце июля, ну или в начале августа. Ну и раз уж мы тут про миллионы говорим, завод Tesla Фримонт отпраздновал выпуск 2-миллионного автомобиля. Всем шампанского и по шоколадке.
Автомобилей Tesla становится все больше, и скорость их появления заметно опережает скорость развития фирменных станций обслуживания. Решить проблему компания решила не количеством, а скоростью. Илон Маск сообщил, что Tesla будет работать над внедрением экспресс-обслуживания по принципу пит-стопа Формулы-1. Получить услугу можно будет в день обращения, а обслуживание автомобиля займет всего 1 час. Кстати, это не первый раз, когда Маск и Tesla вдохновляются Формулой-1, чтобы помочь бренду в плане обслуживания. В далеком и более приятном 2015 году Tesla наняла Кенни Хэндкаммера, 25-летнего ветерана Формулы-1 и бывшего главного механика Red Bull Racing. Самым значительным изменением, внесенным Хэндкаммером, стало введение скоростных полос для сокращения времени ожидания в сервисных центрах Tesla. Коллаборация, которая заслуживает твоего лайка. А мы переходим к заметке про Tesla Energy. Энергетический бизнес Tesla пользуется высоким спросом, что помогло достичь рекордной валовой прибыли во втором квартале 2022 года. Лидером стало солнечное подразделение, которое показало самый сильный квартал за последние 4 года. С апреля по июнь количество установок солнечных батарей увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом. Это немалое достижение, учитывая проблемы с цепочкой поставок, с которыми столкнулась Tesla. В то же время развертывание накопителей энергии сократилось на 11%. Снижение было связано с проблемами с поставками полупроводников, которые, по словам Tesla, повлияли на их энергетический бизнес больше, чем на автомобильный. Продолжаем новостями про SpaceX. В минувшую пятницу состоялся запуск миссии Starlink 3.2. На орбиту отправилось 46 аппаратов сети. Запуск должен был состояться днем ранее, но был перенесен. Конкретных причин команда не указала, прокомментировав, что слишком многое могло пойти не по плану. Но в итоге все прошло хорошо. Первая ступень в 4-й раз приземлилась на дрон-платформу Of Course I Still Love You, а все спутники успешно отделились от второй ступени. Если честно, мы уже немного устали от еженедельных однотипных новостей про успешные запуски Starlink, но ничего не поделаешь, они еженедельные и они успешные. А между тем растет не только количество спутников, но и их качество. На неделе в Starbase были замечены первые полноразмерные прототипы новых спутников Starlink V2. Сообщается, что они будут еще больше, тяжелее и как минимум раз в 5 лучше, чем нынешнее поколение аппаратов. Доставлять их на орбиту планируют при помощи корабля Starship. И пока на орбите появляется все больше и больше спутников Starlink, в мире появляется все больше и больше стран, где этот самый Starlink доступен. Как сообщил Илон Маск, теперь возможность подключения к сети Starlink есть у жителей 36 стран. Глава компании не раз отмечал, что в первую очередь спутниковая интернет-группировка ориентирована на тех, кто страдает от нестабильного подключения или живет вовсе без него. Без интернета мир был бы другим, отмечает Илон. А на днях стало известно, что компания Mattel совместно со SpaceX будут производить игрушки для детей и коллекционеров. SpaceX рассчитывает, что это сотрудничество поможет зажечь энтузиазм и вдохновить следующее поколение исследователей космоса. Mattel же добавила, что компания рада сотрудничать со SpaceX и помогать создавать безграничные игровые возможности для будущих исследователей космоса в каждом ребенке. Выпуск наборов состоится в 2023 году под брендом Matchbox. Кстати, я знаю одного ребенка, который не отказался бы от такой игрушки на день рождения. Зовут Даня, 28 лет. НАСА заключила контракт со SpaceX на сумму $255 миллионов. В рамках этого контракта SpaceX запустит на сверхтяжелой ракете-носителе Falcon Heavy новую космическую обсерваторию Roman Space Telescope. На данный момент старт миссии планируется не ранее октября 2026 года. Новая программа позволит лучше понять нерешенные вопросы космологии, эффекты темной материи и энергии, а также изучать экзопланеты. Короче, у Илона все больше и больше шансов найти своих далеких родственников. А раз мы вспомнили про Falcon Heavy, то напомним, что в этом году остались миссии, которые еще не перенесли. 3 запуска запланированы на 4-й квартал этого года. Миссия по доставке на геостационарную орбиту 2 коммуникационных спутников состоится не ранее сентября, а запуск 2 отдельных миссий в интересах космических сил США не ранее ноября.
А теперь уже традиционные новости со Starbase. Команда провела новые испытания, но уже с прототипом корабля Starship S-24. Испытана работоспособность двигателей Raptor, через них прогнали часть топлива без зажигания. На этот раз все прошло штатно, обошлось без огонька. Тем временем у прототипа первой ступени Super Heavy B7 дела не так гладкие, хотя до сих пор неизвестно насколько. В ангаре на площадке сборки команда демонтировала несколько двигателей Raptor. Вероятнее всего, это требуется, чтобы детальнее изучить последствия внепланового взрыва во время последних испытаний. И Флорида не отстает. На восточном побережье продолжается работа по возведению стартового комплекса для Starship. Команда доставила новую, уже 4-ю секцию для башни обслуживания. Но пора уже и про Илона Маска рассказать. Он опроверг утверждение Wall Street Journal о том, что у него был роман с женой Сергея Брина, который сооснователь Гугла. В статье утверждалось, что Сергей Брин развелся со своей женой в январе, узнав о ее сексуальных связях с Илоном Маском. Согласно изданию, Илон Маск стал причиной развода и что он даже на коленях стоял, умоляя Брина о прощении. Илон назвал статью, естественно, полной чушью, и что буквально вчера они вместе были на вечеринке с Сергеем Брином. Саму Николь Илон видел всего пару раз и никогда не оставался с ней наедине. Ничего романтического. Илон Маск также отметил, что Wall Street Journal опубликовала столько материалов против него и Тесла, что он уже сбился со счета. Однажды они написали статью о том, что ФБР собирается арестовать Илона Маска. Маск лично позвонил в ФБР, чтобы спросить, в чем дело, на что ему ответили, что статья издания полная чушь. Должно быть стыдно, товарищи. А вот сам Маск крутой. Прикольно, когда ты можешь позвонить в ФБР и такой: ребят, что надо от меня? Ничего не надо. Ну все, давайте, целую, пока. Кстати, эта фраза отлично подходит к завершению выпуска. Не забудьте наградить нашу работу своим лайком и подпиской, и совсем скоро увидимся. Пока!